Семья завела маленького породистого котенка. Он долго привыкал к дому и его обитателям. Никто его не обижал, кормили хорошо и ласково гладили. Котенок стал оттаивать и подружился с другими котами. Однажды к ним пришла женщина с ребенком в коляске. Ребенок плакал, и котенок, решив подойти поближе, оказался напуган, когда ребенок закричал. На крики прибежали взрослые, и мама ребенка начала кричать на котенка, несмотря на то, что он ничего не сделал. Женщина предложила отдать кота, ведь у них скоро будет ребенок, а животные, по ее мнению, только переносят грязь. Хозяйка, послушав совет подруги, позвонила знакомым, чтобы те забрали кота. Утром котенка заперли в переноску и повезли на улицу. Он плакал в чужой машине, но был доставлен в новый дом, где его встретила недовольная девушка. Котенка выгнали из переноски, и он, испуганный и замерзший, начал искать укрытие. Вскоре хозяин, отпуская собак на прогулку, не заметил котенка, который выбежал во двор. Котенок прыгал под дверью, но его не слышали. Когда собаки учуяли его запах, началась погоня. Котенок не мог найти укрытие и бежал по двору. На шум выбежал хозяин, но собаки уже схватили его. Жена и муж осмотрели котенка, который жалобно мяукал, и мужчина сказал, что он не выживет. Они решили оставить его в парке. Сильно пострадавший котенок остался на холоде, не в силах двигаться, и ждал своей смерти. Утром, проходя через парк, молодой мужчина по имени Алексей заметил под деревом беззащитное тельце с кровью. Он забрал котенка и назвал его Дымок. Он поспешил домой, и его семья начала отогревать и лечить малыша. Они боялись, что котенок не выживет, но он боролся за жизнь. 2 дня спустя Алексей с семьей отвезли Дымка в клинику, где его осмотрели. Врач диагностировал травмы, простуду и повреждения нервов, но органы не пострадали. Лечение было дорогим, но семья приняла решение приложить все усилия для спасения котенка. Дымка перевезли в более современную клинику, где ему провели операции и восстановили мышцы и связки. С каждым днем котенок восстанавливался, его раны затягивались, он начал есть и играть. Дымок чувствовал себя все лучше и быстрее, привыкал к новым хозяевам, которые любили его и заботились о нем. Он был счастлив и больше не боялся, что его могут оставить. Алексей и его семья решили, что никогда не расстанутся с Дымком. Теперь он был не просто котенком, он стал полноправным членом семьи.